Последняя зимняя командировка в этом году. Сегодня 6 марта. Март в Канаде – зимний месяц. Согласно канадской энциклопедии, зима начинается 21 декабря и заканчивается 21 марта. Лечу бизнес-классом. Досталось аж 2 иллюминатора. И завтрак. Что весьма кстати, лететь через полстраны, 4 часа. В самый северный город-миллионник континента. Зима не только по определению в энциклопедии, но и в температуре на улице. Мы здесь. Ночью минус 20, днем до нуля. Вид на центр города. Удивили столбы дыма. Ладно в городе, там ТЭЦ дымит. Но за городом-то что? Похоже, нефть сама себя не выкачает, тут работать надо. Вид на полосу аэропорта. Длиннющая полоса, любой самолет принять может. А само здание аэропорта знаменито диспетчерской башней, дизайн которой символизирует продуваемыми всеми ветрами ландшафт великих прерий. Из аэропорта сразу на работу. Прямо по курсу видна арка моста, но мне на другой мост, который выглядит не так изящно, а будто в Челябинске сделан. На мостах одностороннее движение, поэтому по другому мосту мы будем сегодня возвращаться в отель. Прибыли на химический факультет. Здесь в коридоре на первом этаже мини-музей одного экспоната. Знакомьтесь, прибор ядерного магнитного резонанса. К ядерным реакциям не имеет отношения. Он не расщепляет ядра, а созванивается с ними с помощью радиочастот. Такая большая радиостанция, чтобы поговорить с атомами. Почти у каждого атома есть своя частота. Но не у всех. Вот гелию, например, фиг позвонишь. А водороду запросто. Поэтому водороду всех чаще и звонят. С химического факультета есть вход в студенческий центр, где куча кафешек и мест для тусовок. Это место моего обычного обеда, когда я работаю на химическом факультете. В марте темнеет не так рано, как в декабре-январе. И после работы появилась возможность полюбоваться центром Эдмонтона со смотровой площадки. Благо, она недалеко от университета. Мой отель в центре. Зимой не в туристический сезон. Цены еще позволяют здесь останавливаться. Летом же очень дорого. Самое высокое здание западнее Торонто в Канаде. Из окна отеля его тоже видно. Вот оно. Также видна и стройка под окнами, но бояться нечего. Оконный кондиционер шумит так, что заглушает любые звуки со стройки. Вечером после работы на каток. Тот самый, который рядом с Роджерс Плейс, ледовой ареной хоккейной команды Edmonton Oilers. Я не поленился и привез коньки с собой. Каток в центре города бесплатный и, на удивление, пустой. Были моменты, когда вообще катался в одиночестве. Неужели минус 20 местных так напугали?
А у конька и вправду потеплее, надо отогреться. К ночи все-таки холодает. А термос вообще зачем? И кофе. А затем местные все-таки появились. И один из них показал вращение. Специально для нашего канала пройдемся по Канаде. Смотрите. Эксклюзив. Ну все, я пошел назад в отель. Знакомьтесь, Боб и Даг Маккензи. Вот сидят прямо у каточка. Не, чуваки, я с вами селфи должен сделать. В 80-м году надо было заполнить время в трансляции. В Канаде реклама была на 2 минуты короче, чем в США. И было предложено вставить небольшие скетчи про Канаду. И этот дуэт, Боб и Даг Маккензи, завирусился и стал частью поп-культуры не только Канады, но и США. Доброе утро, Эдмонтон. Эдмонтон – один из самых солнечных городов Канады, 325 солнечных дней в году. Более точно считать по часам, это 2350 часов для Эдмонтона, в Торонто всего 2000 часов солнца в год, в Москве меньше 1700. Скромный завтрак. Яичница надоела, сегодня чай и канадский аналог нарезному батону с докторской колбасой. Ну, так себе. Ясная погода зимой обычно означает холод. Парковка в отеле, на улице. Я уже давно ценю в арендованных машинах не марку, а наличие подогрева, сидений и руля. Сегодня всего минус 8 градусов. Весна на носу. Опять рабочий день. А вечером в торговый центр погулять. Мы уже снимали здесь видео 1,5 года назад. Тогда гуляли в декабре, под Рождество. Но где еще гулять, как не внутри помещений? Главная достопримечательность – реплика корабля Колумба «Санта-Мария». Говорят, самая точная. Построена в Ванкувере к выставке Экспо 86. Но затем Ванкуверу после Экспо осталось метро, а вот реплику Санта-Мария утащили в Эдмонтон. Точных чертежей или эскизов колумбовых времен не сохранилось. Обломки корабля также не найдены. Поэтому каждая реплика отличается. Но что точно, так это то, что эта реплика в Эдмонтон Молл самая красивая. Обломки корабля – намек на историю, что Санта-Мария была брошена на Гаити после того, как получила там повреждения. Раньше в водах этого мола можно было плавать на подводной лодке. Но потом я съел ктулху и подавился. Вон, окаменевшие щупальца. На момент постройки торгового центра это был самый большой водоем внутри помещений в мире. Нашлось место и дельфинарию. Но дельфинов здесь мучить перестали. А в настоящее время мучают морских львов. Начало марта, но все уже готовятся к Пасхе. Пасхальный заяц и пасхальные яйца. На Пасху шоколадные яйца прячут по углам, а потом дети радостно бегают и их ищут.
Ну и цветы, конечно, повсюду. Для взрослых в этом торговом центре тоже есть заманчивые вещи. Сумочки от Louis Vuitton. Где-то внизу на этаже Феррари, которые разыгрывают в лотерею. А мы пойдем в китайский дворик. Здесь китайский фарфор с изображением большой китайской семьи, а у ребенка почему-то лысина. Китайский Новый год был относительно недавно. Обычно драконы на Новый год, а цветущая сакура уже более весенняя тема. Дворик невелик. Чего не скажешь о катке, который умещает стандартную хоккейную площадку. На лед меня здесь не выпустили, берегут секреты побед. Видите, схемы прямо на льду нарисованы. Не то, что я на катке не был. Был, но чай пил. В прошлое посещение мы не успели осмотреть пару уголков в центре. Настолько он велик, что за вечер не обойти. Вот это Европейская улица. Но почему-то вместо австрийской или итальянской кофейни здесь бургеры. Но есть и бутик европейской обуви. Но мне почему-то кажется, вы немного не так ее представляли. Европейская улица пуста. Не пользуется популярностью. Может, я пришел слишком поздно сегодня. И, если честно, атмосферы Европы я здесь вообще не почувствовал. Так что не зачет. Следующий уголок – улицы в стиле кафе Северной Америки. Толпы людей намекают, что здесь все правильно сделали. Американские сетевые бренды. Опять пасхальные украшения. Представлена и азиатская кухня. Есть и американское сетевое заведение для поедания спагетти. Детям спагетти заходят на ура. Не сетевое заведение, в котором бар и рок-н-ролл обещают недорогие закуски. Сегодня нет, но на будущее запомню. Вдруг в пятницу здесь как-нибудь окажусь. Хороший закоулок, мне понравился. Ну, а наше видео подошло к концу. Увидимся весной.